Драки с местными питерцами из-за девушек мы старались избегать и просто убегали с вечеринок. Но однажды бежим, убегаем от хулиганов, а с нами пошел на танцы один идейный лыжник, комсомолец. И вдруг этот лыжник, который, видать, еще и фильмов насмотрелся на патриотическую тему, резко останавливается и кричит: «Ребята, бегите, я их задержу!» И встает в угрожающую позу. Мы тут переглянулись, и всем нам, боксерам и борцам, пришлось тоже останавливаться и срочно идти выручать нашего защитника-лыжника. С тех пор у нас бытовала на курсе шутка, когда нужно было идти на комсомольское собрание: «Ребята, бегите, я их задержу». Первый год у меня не было стипендии, и поэтому сразу пришлось браться за работу. У нас в общежитии был сторож, который тоже был родом из Сибири. Он взял меня в помощники, и по ночам я таскал уголь, топил печку на общежитие. Из-за этого на теоретических занятиях было туго, особенно по химии. После учебы я шел в библиотеку и зубрил химию, и там же засыпал. Меня будили всегда, когда читальный зал закрывался. Но химию я все-таки осилил. Запомнился экзамен по анатомии. Там, в темной комнате, нужно было на ощупь опознать любую кость человека, поднять ее над головой и сразу громко и четко назвать ее на латыни. Физиологию изучали очень дотошно, каждую мышцу, ее функцию в спорте. И это мне сильно всегда помогало при тренерской работе. И это именно то, что всегда отличает профессионала от любителя в спорте. А зимой работали по очистке крыш от снега. Я так однажды чуть не улетел с крыши нашего общежития. А случилось это так, что я тогда не посчитал нужным подстраховаться и без всякой страховки стал чистить крышу. А крыша в это время была вся во льду. И я как покатился по наклону, так и докатился прямо до карниза. И не за что зацепиться. Стою, не шелохнусь. Даже крикнуть боюсь. Не помню, сколько так я молча простоял.
Но меня ребята увидели снизу, потом подошли, и когда увидели мои глаза, все поняли и пришли на помощь. Потом ходили сниматься в кино в массовке. Там часто требовались накачанные ребята. Нас мазали, чтобы мы выглядели как африканцы, а мы выпячивали свои мышцы. Вообще, в Питере я сильно пристрастился к балету в качестве зрителя. Это было мое любимое искусство, гармония физического тела и музыки. Это же прекрасно. Труд танцоров балета был всегда для меня примером полной отдачи себя делу, высокому мастерству. Мой любимый спектакль – балет Хачатуряна «Спартак» в постановке Григоровича. В институте же я помню, как наспор на бутылку пива поднимал зубами гирю и вставал на стойку на руках на карнизе дома нашего общежития. Вот поэтому сейчас у меня нет ни одного своего зуба. Так что берегите зубы с молодости. Стипендия у нас была очень маленькая, и поэтому в традиции у нас было после получения стипендии идти в какой-нибудь ресторан и тратить там все деньги. Так мы обошли все рестораны Питера, а потом опять голодаем. Мама мне писала письма на хакасском языке с вставками на русском и со страшными орфографическими ошибками. И их перечтение доставляло мне всегда большое удовольствие. Ребята просили меня их почитать вслух, особенно когда было тяжело нам от голода. Все смеялись до упаду и передавали большой привет моей маме. Однажды она прислала мне по почте харте, вареные кишки. Естественно, что за 2 недели, что эта посылка шла, они успели хорошенько испортиться. И когда мы с ребятами открыли ящик в надежде полакомиться, пришлось срочно идти выбрасывать всю посылку на помойку. Вы не представляете, какая это была досада, если еще принять во внимание наш голод и то, что это, наверное, была единственная посылка из дома, которую я получил. Мама приезжала ко мне на недельку в Питер. Я ее поводил по городу, мы сфотографировались, она все посмотрела и осталась довольна. Ребята из-за ее писем все чуть не обниматься лезли. Она говорит: «Какие у тебя хорошие друзья, сыночка!» Я ей говорю: «Всем очень понравилась твоя посылка с Харте, мама».
Да, в институте я мог заниматься спортом с утра до вечера. Помню, как в детстве окучиваем картошку со сродным братом Трофимом. А ребята кличут меня играть в волейбол. Я молчу, работаю, а у самого вся спина в холодке. Тут Трофим вдруг скажет: «А иди, я уже допалю тут сам». Ну, тут меня в два счета нет на поле, я уже бегу играть. А после игры прихожу к тетке Агафье и пью у нее холодный-прихолодный абртхе. Это такой хакасский напиток, почти такой же, как киргизский напиток манаса. Ох, хорошо. А когда ходил я работать на кондитерскую фабрику, то часто вспоминал, как в войну у нас над столом висел большой кусок сахара. Его мама повесила. Его нельзя было кушать. Можно было только смотреть. И вот мы смотрим на него и пьем чай вечером.